Друзья, привет! Сегодня попробую нарисовать такой закат. Вчера сфотографировала на реке, но у меня остался такой маленький кусочек бумаги, длинный, и мне придется вот эту картину растянуть. Пишу я на изнаночной стороне, потому что зерно крупное, и на маленьком таком формате лучше крупное зерно избегать. Я замочила этот лист в воде минут на 5, протерла полотенцем, прикрепила его тем самым к планшету. В принципе, такие маленькие форматы можно и не мочить, но у меня просто закончился бумажный скотч, мне нечем прикреплять к планшету лист, и поэтому так очень удобно, лист прикреплен. Буду использовать 4 красочки, ну или 5. Кадмий желтый, кадмий оранжевый, кадмий красный, где-то он тут мне, ультрамарин. Потом еще, возможно, добавлю темно-синий. И начну с того, что обведу вокруг солнышка участок водой. Ну, солнышко нарисуем посередине. Так, грязная кисточка. Кисточка должна быть абсолютно чистой. И вода тоже. У меня тут какая-то попалась грязная кисточка. Голубая. Наверное, я море рисовала. Ну, надо проверять. Так. Теперь беру желтый. Кадмий желтый. Так. У меня многовато воды получилось. И густенько-то густенько возьму. Так вот обведу, не доходя до края, до бумаги не доходя, до сухой. Так. Теперь добавляю оранжевый, кадмий желтым. Тоже так густенько возьму. Краски у меня сегодня от Memory Blue. Так. Сейчас немножко наклоню в другую сторону, то у меня под наклоном лежит. Так, добавляю теперь красного. И голубой ультрамарин. Так, чтобы солнышко не затекало, я попробую немножко феном перехватить. Ни разу так не делаю, чтобы не растекалось и не затекало на белую бумагу, на сухую. Так, не перестараемся, потому что тут у меня еще небо. Как будто тучку нарисую. Тут точки нет, ну ладно, пусть будет тучка. Теперь наклоню лист вправо-влево, чтобы градиент получился более равномерным. Вот тут на солнышке немножко затекло. Так. Солнышко еще раз хочу перехватить. Края немножко сглажу, но главное не заходить на белую часть, на сухую часть солнца. Так, и сразу же нарисую этими же цветами озеро. Так, тут сначала желтый с оранжевым идет. Прям тут. Так. А потом расходится по краям более холодным цветом, но не таким холодным, и светлым, перетемнело.
Вода все-таки почти такая, почти белая. Мы сохраним этот цвет, чтобы работа была более контрастной и выглядела контрастной. Так, вот солнышко немножко затекает, тем не менее. Сейчас я еще раз протру края. Главное не трогать вот сухую часть солнца. И еще раз попробую феном прихватить. Так. Теперь я возьму кисточку синтетическую и быстренько нарисую дома. Пока я там перехватываю феном, наверное, у меня уже горизонт высох. А я хотела по-мокрому нарисовать дома. Нет, нормально. Продолжает. Так. Вот. Чуть-чуть салфеткой выберу. Рисую очертания домов, начиная с более теплого, потом потихонечку буду подмешивать ультрамарин. Надо взять плоскую кисть, у меня со скосом неудобно. Лучше без скоса, конечно. Вот у меня нет без скоса. Вот видите, у меня скошенный такой край. Лучше просто прямую. В общем, так побыстрее. И теперь уплотним. У меня фаянсовый синий. Не знаю, как вот он. Написано Blue Фаянса. Ну, видимо, фаянсовый. Он такой потемней. Вот я его сейчас введу. То есть, если я его смешаю синий с оранжевым, получится такой вот коричневый, плотный, темный. И уплотняю. Так. Солнышко продолжает затекать. Фокус с феном не удался. Я старым методом проверенным просто периодически вот эти края смягчаю синтетической кистью. Ну, такая у меня синтетическая, мягкая довольно-таки. Старая кисть. Где-то какие-то заборы. Вот отражение перетекло в воду. Мне это нравится. Почти так я и планирую оставить. Единственное, вот в отражении хочу более четко показать отражение вот этой крыши. Вот у меня здесь крыша. Она видна.
и тут, чтобы какая-то была конкретика местами. Много воды вначале положила, наверное, поэтому мне так затекает активно. И главное, повторюсь, не трогать саму бумагу, та, которая еще не тронута водой. Так. Небольшие лучики можно уже сейчас дать. Главное каждый раз промывать кисть водой. После каждого луча лучик сделала, промыла. Сделала, промыла. Так. И хочу привести все-таки где-то линию берега. Плоской синтетикой. Где-то там намекнуть. Так. После того, как немножко подсохнет, поверхность станет матовой, можно еще намекнуть на какие-то крыши, освещенные солнцем. У меня такой вот, ну, можно любым предметом, в принципе, острым, либо пластиковой карточкой. У меня мастихин очень удобно. Люблю мастихином именно. Так, теперь жду, когда все высохнет. Вот еще травка. На воде есть какие-то кучки. Да, именно кучки с травкой. Вот пока еще влажно, можно вот эти вот кучки. Я не буду, наверное, делать кучки, отдельные такие травинки в воде. Камыши. Это у меня будут камыши. Или просто какие-нибудь. Пока влажно, может быть, я сделаю несколько веточек по влажному. Все те же цвета, кадмий красный. Немножко расплывается. Ну, пускай. Это будут веточки, которые на дальнем плане. Немножко. У меня такая китайская каллиграфическая кисть. Можно лайнером делать, если нету такой. Все, теперь я жду, когда высохнет полностью, чтобы нарисовать уже темные деревья. Так, бумага подсохла. Сейчас я сделаю несколько таких движений полупрозрачным цветом на воде, чтобы показать водную гладь. Все, и приступаю к стволам. Беру кисточку такую, ту же каллиграфическую, но еще у меня будет вторая кисть, запасная.
Вооружусь двумя кистями. Цвета все те же. Я не беру черный, потому что он будет инородный. Использую те же цвета, которые у меня здесь есть, но беру их гуще. Беру тот же синий фаянсовый, если я правильно говорю, кадмий красный. Так, вам не видно? Сейчас немножко на палитру. Так, вот так. Кадмий красный, фаянсовый. Буду синим его называть. Оранжевый. Так, оранжевый заканчивается. Сейчас я себе оранжевый, кадмий оранжевый. Сейчас я подбавлю себе краски, чтобы они были более жидкими, чтобы мне было их проще набирать. Они будут густые, если сразу из тюбика свеженькие. И работа будет идти быстрее. Так, такой замес. И начну со светлого. Со светлого участка. Это вот здесь вот возле солнца. Так. Это будет вот здесь. Вот тут. Тут прям желтенького можно. Так, эту кисточку отложу с желтым и перейду к темному. Очень рядом у меня получились два ствола одинаковой толщины. Сейчас я эту потолще тогда сделаю. Все, теперь беру похолоднее немножко цвет, побольше синего. И так вот пошустрей. Слишком темно. Сначала заложу самые крупные стволы. Так. Нужно задать какой-то определенный ритм. Ритм это очень важно, чтобы они гармонично смотрелись и была какая-то динамика. То есть они не повторялись через одинаковое расстояние и не были одинаковой толщины.
сейчас возьму еще светлый. И вот тут какие-то. Вот две параллельные получились. Не очень хорошо. Так вот разобью. Вот я целенаправленно направила все деревья сюда в центр к солнышку, чтобы показать, что главное в этом сюжете, в этой картине, это вот солнечный свет, который я хотела показать. Все как бы идет к нему по направлению к солнцу. Вот, наверное, и все.